Добрый день, с вами я, Сергей Гуд, канал Викинг Лайф. Ну что, новогодние праздники закончились, что называется, наступили трудовые будни. Сегодня у нас, видите, туман, не жарко, ночью был дождик, а нам нужно возвращаться к работе. А работа у нас только одна, нам нужно ремонтировать полы в доме. И сегодня я продолжу опять заниматься полами. За эти выходные дни я довольно много получил информации о том, как все-таки мне сделать бетонный пол в первой комнате, в спальне. Вот, нужно, конечно, подготовительную работу еще сделать, убрать всякий мусор, выровнять полы. Вот, и сейчас я займусь именно тем, что нужно будет готовить полы, грунт, уберу мусор, подготовлю площадку для того, чтобы засыпать ровный слой песка, гравий и потом заливать бетон. В комнате довольно много мусора оказалось под полом, под балками, и кирпичи всякие, и остатки от досок, и плюс железные банки, стекла, и плюс еще, как я вам уже рассказывал, у меня здесь непонятные норы от непонятных зверьков земляных. Ну и вот в одном из этих углов еще, здесь я видел, что типа муравейника было. Вот, поэтому я хочу сейчас собрать эти все камни, чтобы они не мешали мне нормально заниматься засыпкой песка. Вот, и есть перепад по высоте, половина комнаты более высокий грунт, в этой части пониже. Это все надо будет выровнять. Ну и займусь промерами нулевой точки для того, чтобы высчитать, на какую глубину мне опускаться, сколько грунта насыпать, песочка, сколько бетона и как выйти на нулевой уровень пола. Вот такая работа. Ну что, дамы и господа, начнем с уборки мусора. Деревянный мусор я уже пособирал. Ведро самое крупное, то, что у меня остались еще не сожженные детальки. Крупный железный мусор, там банки, стекла, это я уже собрал. Ну и теперь возьмемся за кирпичи. Кирпичей здесь много. Уберем все кирпичи отсюда, чтобы они не мешали.
Ну вот первый сбор камней и кирпичей. Накидал их в одну кучу, собрал по периметру. И теперь это все нужно вынести из комнаты. Ну все, кирпичи мы большие собрали. Мелкие обломки кирпича я вот последний собираю. И остается бетон и натуральные камни. Все это пойдет на фундамент. Ну что ж, ремонт продолжается. Я решил посмотреть, какой у меня фундамент. Мусор основной я уже вынес. И вот решил подкопать и посмотреть, что у меня вдоль стенок творится. Но вот первый результат, скажем так, и обрадовал, и немножечко меня расстроил. Ну, чем обрадовал? Возле вот той дальней стенки идет фундамент 50 сантиметров бетон. То есть видно, залили бетонный фундамент полностью. А вот вдоль остальных стенок, здесь и вот на той стороне, там камень натуральный, сложенный, такие разные плоские такие булыжнички. И он не везде закреплен. То есть раствор либо хилый был, потому что выглядит как будто это в песке. То есть нету жесткой связки такой. Вот. И у меня теперь проблема, что делать? Честно говоря, я решил подкопать вдоль всех стенок, посмотреть, в каком состоянии фундамент. Может быть, придется мне вначале закрепить все эти камни, чтобы они не расползались дальше. Или, может быть, сделать подкоп, все это разровнять, насыпать песочек ровный, потом гравий насыпать, потом уже залить сантиметров 15 бетона. Но вот пока я еще не принял решение, нужно вот что-то будет думать. Но я вначале подкопаю фундамент, посмотрю. А в этом углу вообще, значит, растения с земли уже дошли. То есть я в глубину докопался до чернозема, который, так как у меня дом стоит повыше, скажем так, полы выше уровня земли, ну вот я до уровня земли уже докопался. Короче, вот что делать? Для меня это все новинка. Но будем копать. Работа такая пыльная. Решил проверить фундамент. Что у меня с фундаментом? Здесь я вскопал и вижу, что фундамент у меня забетонирован на 50 сантиметров в глубину. Здесь были норы, я чуть-чуть прокопал, нарушил их и опять песочком засыпал. И теперь хочу пройтись вот с внешней стороны стенки. Очень много каких-то растений, корни были. Повыдергивал их, это с улицы проросли они сюда. Поэтому хочу прокопать, посмотреть. А вот в том углу даже вроде как земляные муравьи свой муравейник сделали. Поэтому надо все это нарушить, взбудоражить. Ну и лишний песок я на центр выброшу. Здесь яма, здесь горка. Более-менее выровню. Вот такая вот работа. Ну вот подкопал я к фундаменту внешней стены. Решил посмотреть. Здесь все понятно. Здесь на 50 сантиметров бетон. Вот, а здесь идет натуральный камень. Уложено. И вот докуда я докопал. Здесь, значит, получается
Ну вот. 60 сантиметров. 60 сантиметров идет камень. И там вроде бы еще камень, но я не стал дальше глубже уже копать. Мне все понятно. Это уже чернозем. Пошел уже снизу. Вот. И, конечно, тут всякие растения нехорошие. Ну вот такая вот глубина. Мне сказали, что чтобы я особо не волновался насчет того, что вот не совсем крепко это держится камни натуральные. Когда я бетон буду заливать, получается монолитная плита, и все это будет прижато. Ну вот так вот. А вот там вот муравейник. Сейчас я до муравейника докопаюсь. Посмотрю, что там. Ну что, исследование фундамента моего дома продолжается. Я прорыл траншею вдоль внешней стены фундамента. И как видите, здесь глубина почти метр. И это все кладка из натурального камня. В этом углу оказался очень близко к поверхности чернозем. И это повлияло на то, что с внешней стороны улицы сюда поползли корни одного нехорошего растения. Это вот корни я уже пообрубал их. Так вот, это растение прошло под фундаментом на глубине, вылезло сюда и стало расти наверх. И мы с Аллочкой летом видели, как сквозь доски в полу это растение вылезло наверх и пустило зеленые ветки. Оно сравнимо, может быть, с бамбуком, который растет, растет и растет, несмотря ни на что. Очень хорошее растение. Летом, когда будет уже тепло, мы обязательно раундапом обработаем всю эту поверхность. Но тем не менее, вот они прямо через камни, через кладку, эти корни растут, прут. Это нехорошо. Я успокоился в плане того, что фундамент довольно прочный. Хотя вот, если посмотреть, есть вот камни, да, видите, они вроде бы как свободно шевелятся. Где-то. Но мне сказали, это ничего страшного. Когда забетонируешь, сделаешь монолитную бетонную стяжку, первую черновую, я планирую где-то сантиметров 15 сделать ее толщиной. Бетон это все укрепит, и никуда это, скажем, фундамент, эти камни не денутся. Все будет в порядке, все будет нормально. Вот. Ну и чернозем, что я выкопал, это я вынесу. Знаю, там возле дороги у меня будут клумбочки. Ну а сюда, как мне сказали, можешь сбрасывать в эту траншею камни и какой-то другой строительный мусор. В принципе, что мне, в общем-то, и понравилось. Ну что, продолжаем работать. Фундамент. Вот такую статуэточку. Женщина сидит с книжкой, но головы нету. Гипсовая. На этом наш день заканчивается. Завтра рабочий день. Всем хорошей недели. Ну а я говорю, стучите в бубен, ставьте лайки, подписывайтесь. Это был с вами я, Сергей Гут, и канал Викинг Лайф. Пока!